Планируете отпуск в Турции и не знаете, куда поехать? Сегодня мы с вами отправимся в одно из самых красивых и популярных мест в Турции. Пляж Голубая лагуна в поселке Олюденис в Фетхие. Давайте вместе проверим, как выглядит этот пляж на самом деле без фильтров и стоит ли включать это место в свой маршрут по Турции. А еще расскажу вам, как до него добраться, сколько стоит вход и лежаки в 2025 году и покажу вечернюю атмосферу городка. Присаживайтесь поудобнее, будет красиво, полезно и по-настоящему атмосферно. Доброе утро. Мы пришли на завтрак. Сегодня у нас на завтрак шакшука. По-турецки менемен называется. Взяла еще зелень себе, булочку и арбуз. И чаек, конечно. Сейчас будем завтракать и отправляться в Голубую лагуну. Мы решили не брать такси, а поехать как местные на маршруточке. В общем-то, здесь это не проблема. Они довольно часто ходят и до самого пляжа довозят. Кстати, вот сейчас мы будем проезжать отель, в котором мы тоже останавливались. Вот он, Рамос называется. Несколько лет назад тоже неплохой такой отельчик. Есть бассейн, так что, в принципе, тоже могу его посоветовать. Кстати, такой интересный момент. Здесь можно в маршрутке платить с карточки, даже с иностранной. Ну, так, представляете, вот, допустим, в Стамбуле у нас такого сервиса в общественных автобусах нет. Я имею в виду сейчас банковскую карту, а не проездную. Видите, иностранец платит банковской картой. Как по мне, это вообще очень удобно, гораздо удобнее, чем деньгами, потому что не нужно возиться с наличкой, давать сдачу, отвлекать водителя этим, а так и заплатил карта и, в принципе, все. Так, вот смотрим с вами в окно. Смотрите, это уже Олюденис. Я люблю очень этот поселочек. Он днем такой тихий, спокойный, а вечером здесь кипит жизнь. Вот то, что сейчас вы видите, это вот такие барные улочки, которые сейчас такие неприметные, тихие, никого нет, ну, потому что жарко, но вечером мы с вами здесь еще пройдемся. Вы просто очень удивитесь, какой будет контраст. Под одним из моих прошлых видео разгорелся настоящий спор. Одни писали, что Голубая лагуна – это лучший пляж Турции, а другие, что это мелкая грязная лужа, да еще и по завышенной цене. В общем, жаловались, что людей много, сервис плохой. Вот сейчас мы вместе с вами, мои дорогие, проверим, кто же прав. Я покажу вам Голубую лагуну такой, какая она есть, а вы скажете свое мнение. Мы доехали до пляжа почти в Голубую лагуну. Называется этот пляж Пельчики Кыс, по-моему, да. Подпишу, как называется. Отсюда отходят пиратские корабли. А вот здесь сверху, видите, гора Бабадах. И с нее парашютисты прыгают. Не парашютисты, параплан, да, как тут? Параглайдинг, да, называется. Но сейчас почему-то их нет. Видимо, либо же слишком рано, либо бывает, что им же нужен ветер. Бывает, что не ветрено. Бывает, что они не прыгают, они не садятся. Вот они все сверху, я просто с другой стороны их ждала. Так, мои впереди идут. Вот вход в этот пляж. Вход, кстати, платный. Называется по-турецки Олюденис, Мертвое море. Но на самом деле по-русски это Голубая лагуна. Тут вот и для машин 500 лир написано вход, для пешком типа 100 лир. Ну, то есть на человека по 100 лир. Но в прошлом году мы вообще, по-моему, не платили за вход ничего. Я что-то не помню об этом. Pardon. Так, сейчас вам покажу еще вывеску. Вот так выглядит весь этот пляж. Видите? Здесь уже я вижу, что очень красивая вода. Я здесь была уже 4 года подряд мы здесь. Ну, я имею в виду в этом регионе. То в автобусных турах. 2 года мы ездили своим ходом. И с первого же дня, как мы здесь побывали, мне так полюбилась эта местность. Никакая Анталия, поверьте, с этим не сравнится. Это просто небо и земля. Мы вчера, кстати, на фуникулере встретили девушку, француженка, сама путешествует по Турции. Она немного говорит по-турецки, молодец, говорит, выучила по сериалам. И вот она говорит тоже, что она была в Стамбуле, в Измире, в общем, во многих городах, в Анкаре тоже, по-моему. И говорит, что больше всего ей понравилось Фетхие. Потому что здесь действительно просто волшебно. Здесь сказка. Но самая сказка, это еще даже не здесь, не в этом районе, а будет завтра, когда мы поедем в Кеково, Каш, в ту сторону. Там вообще у нас будет завтра прогулка на кораблике тоже там. Туда ехать отсюда, конечно, далеко, часа 4, по-моему, рано утром на автобусы выйдем. Но именно ради этого мы, в принципе, в этот тур и приехали. Своим ходом туда было бы тяжело добираться. Так муж платит, видите? Так, что здесь у нас все до 7:30 пляж открыт.
Там по монеткам, оказывается. Монетку кидаешь и проходишь. Прикольно. Сделали вот такую дорожку здесь. В теньке хотя бы немножко. И потом солнце. 100 лир стоит вход на пляж. Я думаю, что это хорошо, потому что надеюсь, что не будет столько людей. Хотя людей здесь всегда очень много. Зонтики там, по-моему, 1000 лир стоит арендовать. Ну, там такие зонтики, знаете, такие деревянные в дырочку. То есть смысла в них вообще особо нет. Поэтому мы попробуем просто найти где-то тенек. Здесь так интересно, даже в этом месте есть мечеть. Можно помолиться. Вот так она выглядит по-пляжному. Точнее, это не мечеть, а место для молитвы. Так правильно будет сказать. Мы дошли до самого мыса. Вот этот мыс разделяет, собственно, два пляжа. Голубую лагуну, вот там она справа осталась. Ну, там лягушатник, поэтому мы туда не пошли. И с другой стороны, собственно, открытое море. Наши надежды найти где-то место в тени рухнули, потому что места просто нет. Единственный тенек, который там немножко дальше был, он, конечно, уже давно занят. Поэтому мы взяли лежаки, как я сказала, 1000 лир стоит 2 лежака и вот такой вот зонтик. Но мы вот тоже также завесили зонтик полотенцами, иначе солнце сильное. Смотрите, вот прямо над нашей головой. Голубая лагуна – это место, которое часто показывают в рекламе Турции. И честно, вживую она еще красивее, чем на фото. Вы только посмотрите на эту воду. Словно кто-то разлил бирюзовую акварель и добавил каплю магии. Она действительно такая светлая, прозрачная и нереально фотогеничная. На самом деле лагуна названа Олю-Дениз, что по-турецки означает «мертвое море», не потому что тут мрачно, а наоборот, потому что здесь почти не бывает волн. Это идеальная бухта, окруженная с 3 сторон горами, и вода здесь буквально стоит как зеркало. С одной стороны вода, а с другой стороны горы и сосновый лес, и воздух тут особенный, пахнет хвоей, морем и солнцем. Знаете, что еще интересно? Лагуна находится на территории охраняемого природного парка. Это значит, что никакой громкой музыки, моторных лодок и водных бананов. Только тишина, природа и максимум это байдарки или сап-доски. Так что если ищете активные водные развлечения, вам в другую часть Олю-Дениза, а тут именно отдых и умиротворение. Когда плаваешь, видно все дно, мелкие камушки, иногда даже маленькие рыбки проплывают. Кстати, совет, если у вас есть маска, обязательно возьмите ее с собой. Под водой тоже красиво, особенно где скалы. Там можно увидеть даже морских ежиков, ракушки, иногда даже маленьких крабиков. А еще не забудьте специальные тапочки. В них намного комфортнее ступать по горячим камням. Мира нырять. Понравилось, и нырять научилась. Наконец-то научилась нырять. Наконец-то ты научилась нырять. Она вообще не любит мочить. Да, глаза и так далее, поэтому только в очках. Только далеко не уходи, здесь мелко. Получится, вот здесь голубая лагуна. О, Мира поплыла. Давай, давай, давай. Там рыбки, кстати, есть, но не такие маленькие, прям стайки малюсеньких по сантиметру плавает. Смотрите, вот с этой стороны это голубая лагуна. Там очень мелко, как бы, там тоже есть пляжики такие. Но мы туда не любим ходить, потому что там очень мелко, там такое, как болотце. Да, рыбки ушли куда-то, уплыли. Вот, а получается мы на самом носу, вот здесь вот, а с другой стороны уже получается открытое море. Цвет воды, видите, какой красивый. Я не знаю, вам видно на камере или нет, что он вначале такой светленький, но это за счет вот этих белых камушков, видите, какие здесь камушки красивые. За счет белых камушков, и потом сразу глубина, в общем, цвет воды такой получается разноцветный. Когда ты лежишь на воде и смотришь в небо, на то, как кружатся парапланы, это тот редкий момент, когда все как будто замедляется. И ты реально чувствуешь, что отдыхаешь и душой, и телом. Вода у берега теплая, неглубокая, без волн, без каких-то резких обрывов. В общем, это идеально для детей, мне кажется. Кто-то плавает, кто-то просто лежит на спине и смотрит в небо. Очень много людей с книгами, кто-то даже дремлет. И все это под шум волн и стрекот цикад.
Кстати, если смотреть на лагуну сверху, например, с параплана, то можно увидеть, что она напоминает форму капли. Именно такие кадры чаще всего появляются в открытках и видео про Турцию. И да, если вы думаете, что это все фильтры, то нет, цвет воды реально такой. Температура воды просто идеальная, освежает, но совсем не холодно. Плаваешь и не хочется выходить. Мы уже раза 3 сказали, ну все, пора идти, но еще оставались на полчаса. Кстати, сюда приезжают не только туристы, но и местные. Вот от наших соседей по лежакам я слышу только турецкую речь, например. Здесь много семей с детьми, и это не какой-то там глянцевый курорт, это такое живое место, которое любят и сами турки. Очень рекомендую взять с собой воду и что-нибудь перекусить. Да, конечно, тут есть кафешки, но как-то выбираться с лежака не очень хочется. В общем-то, идти не близко. Но, тем не менее, на пляже есть и душевые, и туалеты. Но, как я уже сказала, до них придется дойти. А идти совсем не хочется, когда такой рай вокруг. Ну и в целом, если вы ищете место в Турции, где красиво, спокойно, где можно расслабиться и просто быть здесь и сейчас, то Голубая лагуна — это точно то самое место. Сюда стоит приехать хотя бы раз, чтобы почувствовать это состояние полной перезагрузки. Ну что, теперь вы все видели сами, своими глазами. Атмосфера, цены, пляж, вода. Все как есть, без фильтров. И теперь на ваш суд. Прямо сейчас пишите в комментариях, кто, по-вашему, был прав. Это действительно лучший пляж Турции или просто туристическая уловка с красивой оберткой и ничего больше? Посчитаем, каких голосов больше. Очень интересно узнать ваше мнение. Вы же знаете, что у меня все тут честно. По пляжу ходит здесь вот такой вот пират и предлагает фотографироваться с попугаем. Но у нашей дочки уже есть очень много таких фотографий, поэтому он решил к моему мужу пристать и уговаривал его, что, мол, еще пусть сфоткается. Ну, тут я начала мужа подкалывать, что, мол, попугай его кусает, и, в общем-то, пират тоже решил мне подыграть и пощипать немного моего мужа, но так как он не видел, кто именно это делает, то он поверил. И вот такие вот у нас прикольные кадры получились. Мы еще немного поплаваем и потом будем отправляться обратно в отель. Впереди ужин и вечерняя прогулка по Барной улице, но об этом чуть позже. Мы уже идем назад, уставшие, но счастливые. Вот плохо одно, что надо идти. Вот я уже нагрузила мужа 3-й сумкой, бедный мой муж. Ну, он сам, в общем-то, согласился. Правильно сделал или нет, не знаю. Пришли на ужин. Что еще хочешь? Смотрите, какие десертики красивые. Будешь еще что-то? Баклава здесь. Вот я набрала тортики какие-то. Вот это сюдляч. Какая красота. Арбуз, дынька здесь. Яблоко и апельсины. Так, из горячего у нас сегодня какие-то котлетки, пюрешка, рис, запеканка, манты, кабачки и супчик. Hangi çorba var acaba? Arana çorbası. Biz alabilir miyiz? Çok az. Какой у нас ужин? Это типа котлетка с паштета, я не знаю, типа такого, что какой-то рулетик мясной, картошка. Вот это обалденный салат. Ты вот это взяла салат, ну, как наш? Наша закуска, которую мы делали? Какую? Вот это? Ну, типа такого, как вы с бабушкой делали, да, это кабачки. Здесь какой-то сате из курицы, по-моему. Так, у Мира еще тарана чорбасы. Тарана чорбасы var bu arada. Арбузик, сладости. Мира, как обычно, много не ест ничего. Güzel mi aşkım? Güzel. Afiyet olsun. Смотрите, какой шикарный у нас здесь в отеле закат. Мы только что ужинали с таким видом, представляете? Какая красота.
Приятного всем вечера. Мы сегодня снова вышли на барную улочку. В этот раз вдвоем с Сашком. Оставили Миру с моей мамой. Ну, они не хотят. Мире как бы здесь неинтересно. Мама тоже устала. Хочет отдохнуть. В общем, просто пешком сюда надо идти. Вначале сюда вниз спускаться, а потом обратно. Поэтому мы решили... Собачка, если сам покажу. Поэтому мы решили без них пойти. О, собачка! Yaşıyor. Nasıl 20 böyle? Ну, а на барной улочке здесь, как всегда, движуха. Здесь жизнь кипит именно вечером, в вечернее время. Сувенирные лавки. Ну, мы сюда не заходим практически. Мира там уже вчера купила, что хотела. Ну, а нам ничего не надо. Тут, как вы сами понимаете, такие подделки для туристов, в общем, всякие мелочи для пляжей. Вот. Мы, наверное, сейчас в бар пойдем отдыхать какой-нибудь. Вчера посидели, коктейльчики попили. Может, сегодня будет повеселее, потому что вчера как-то была публика, видимо, скучная, а то обычно англичане здесь развлекаются по полной, танцуют и поют, и все что угодно, и на барные стойки залезают. Но вчера что-то было не очень. Кстати, мне кажется, что сейчас еще немножко людей мало, то есть, возможно, еще сезон не сильно открыт. Говорят, кстати, что с конца июля сезон открывается здесь. Вот так. Мы решили заглянуть еще, купить магнитики всякие. Здесь 3 штуки, 120 лир. Любые выбирайте отсюда. Bunları beğenmedin mi? Yok ama pek beğenmedim. Вот такой выбрали один. Bunlar paraşütçü. Paraşütçü de ne bileyim o da çok şey gibi geldi bana. Tamam, başka. Какие тут еще красивые, какие вам нравятся? Bu var, güzel. Bizde var bu. Evet. Bu da güzel. Bakayım. Uludeniz, Hisarönü, Kayaköy. Tamam bir tane de bundan alalım. Так, что еще тут интересно? Ой. Aa bak bu da güzelmiş. Ага, terlik çok güzel. Öteki taraf. Güzel. Ay tam şey dur. Çok güzel, al bence bunlar 2 tane. Evet. Такой тапочек. Еще популярны такие всякие подставочки для ложек. Красивые, кстати. Любой может купить. Ну, здесь всякие для деток сувенирчики. Чашечки красивые. 180 лир. Вот вам совсем другая сторона Олюдени. Запомните, как я вам днем из окна маршрутки показывала эти улочки. Тогда они были практически пустыми, никого не было, было жарко, солнечно. А сейчас только посмотрите, живая музыка со всех сторон, огни, смех, кто-то танцует, кто-то поет. Короче, каждый веселится, как только он может. Здесь ароматы кальяна и веселье повсюду. Вот мы проходим отель, в который я вам тоже показывала, в котором мы когда-то останавливались. Здесь бар прямо возле отеля. Видите, как англичанки в возрасте умеют отрываться. Молодцы. Мы, в общем-то, немножко прогулялись, выпили кофе. Сегодня решили без коктейлей. И идем домой. Смотрите, тут мороженое продают. Teşekkürler. Мы не хотим. Ой, даже верблюды. Ну, ничего себе. Вот верблюды, кстати, в Турции редкость. Многие, наверное, думают, что это здесь обычное явление, но нет. На самом деле это большая-большая редкость. Какие-то магазинчики что-то продают. Нас тут угостили вином. Нам принесли фрукты. Написали «Приятного аппетита. Семья Dreams Tour» и вино. Такое. Приятно. Мелочь, а приятно.